Всем привет, дорогие друзья! Сегодня буду готовить молочный торт, но не молочная девочка. Торт готовится за 30 минут, и он очень бюджетный. В его приготовлении я не использую ни сливки, ни творожный сыр, но в нем много молока, и он получается очень нежный и невероятно вкусный. Друзья, подписывайтесь на мой кулинарный канал Люда Easy Cook. И обязательно включите колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых рецептов. Для приготовления крема мне понадобится в сотейник с толстым дном вливаю молоко. Доведу его почти до кипения. В отдельной миске смешиваю сахар, соль и крахмал. Для рецепта я использую кукурузный крахмал. С ним крем получается вкуснее. Добавляю одно крупное яйцо и хорошо перемешиваю. Таким образом, смешивая крахмал, сахар и яйцо, в креме не будут образовываться комочки. Часть горячего молока вливаю в яично-крахмальную смесь и хорошо перемешиваю. Остальную часть молока возвращаю обратно на плиту и вливаю в него полученную смесь, все время перемешивая. И теперь при постоянном помешивании варю мой заварной крем до того момента, как он загустеет и закипит. Крем закипел, пошли пузыри, снимаю кастрюлю с плиты. Продолжаю крем перемешивать, так как кастрюля еще горячая. Добавляю сливочное масло, перемешиваю. И добавляю экстракт ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Также хорошо все перемешиваю. Закрываю крем пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы сверху не образовывалась корочка. И оставляю мой крем слегка остыть. Для приготовления теста мне понадобится разбиваю в миску 3 яйца среднего размера. Добавляю щепотку соли, слегка взбиваю яйца венчиком. Тесто здесь такое простое, что готовится буквально пару минут, даже без миксера. Вливаю сгущенку, добавляю 1 чайную ложку экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Перемешиваю. Теперь вливаю растительное масло без запаха. Благодаря растительному маслу коржи получатся влажные, и они не требуют дополнительной пропитки. Также вливаю молоко. Просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Перемешиваю. Тесто не должно получиться густым, оно достаточно жидкое. Его будет очень легко распределить по противню. Вот такое по густоте должно получиться тесто. И разделю его на 2 равные части. Перед тем, как замешивать тесто, я взвесила миску, и поэтому легко разделила тесто. У меня получилось примерно по 520 граммов. Выливаю тесто на подготовленный противень. Я его выстелила пергаментной бумагой. Бумага у меня силиконизированная, хорошего качества, я ее ничем не смазываю. Если вы не уверены в качестве пергаментной бумаги, смажьте ее растительным маслом. Размер противня 42 на 32 сантиметра. Тесто жидкое, и поэтому оно очень легко распределяется. И первый корж я отправляю выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 12-15 минут. Конечно, вы ориентируйтесь по своей духовке. Противень я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Корж должен слегка подрумяниться сверху. Первый корж готов, он совсем немного подрумянился сверху. Он полностью пропекся, это можно проверить простым нажатием пальца. Я сразу снимаю его с противня и отправляю выпекаться второй корж. У коржа обрезаю края, так как они всегда получаются чуть более тонкие и немного подсушенные. Посмотрите, какое нежное воздушное тесто. Обрезки не выбрасываем, потом из них будем делать крошку для украшения. Еще теплый корж я разрезаю на 3 части. Переворачиваю, снимаю пергаментную бумагу. В итоге получается из одного коржа вот такие 3. Размер моих коржей 15 на 23 сантиметра. Чтобы коржи не слиплись, складывайте их стопочкой после того, как они остынут. У второго коржа также обрезаю бока и разрезаю его на 3 части. Сверху я выкладываю уже обрезанный корж и по нему разрезаю.
Итак, всего у меня получилось 6 коржей. Также у меня остались обрезки. Из них я сделаю крошку для украшения. Перекладываю обрезки в чашу блендера. Крем уже немного остыл, он остается еще вот такой мягкий, слегка-слегка теплый. Немного его перемешиваю. Он такой нежный, очень гладкий и красивый. Выкладываю первый корж на тарелку. Я подкладываю под корж кусочки пергаментной бумаги, чтобы потом меньше было убирать. Сверху выкладываю примерно по 3 столовые ложки крема. Разравниваю. Удобно это делать шпателем. Выкладываю сверху следующий корж и также промазываю кремом. И так повторяю со всеми коржами. По составу ингредиентов этот торт очень бюджетный. В нем нет ни сливок, ни творожного сыра, но он очень вкусный, такой нежный. И здесь вкуснейший заварной крем. Последний, 6-й корж я выкладываю дном вверх. И теперь верх и бока торта промазываю оставшимся кремом. И теперь весь торт присыпаю крошкой. Конечно, вы можете его украшать по своему вкусу, но я рекомендую сверху крем не оставлять без крошки, так как когда заварной крем застывает, он сверху может покрыться корочкой, и это будет не так красиво. Поэтому я весь торт присыпаю крошкой. Убираю кусочки пергаментной бумаги. По желанию торт можно еще сверху украсить рубленными орешками. У меня грецкие. В общем, делайте все по своему вкусу. И теперь отправляю торт в холодильник примерно на 2-3 часа для пропитки и стабилизации крема. Как видите, все очень быстро и просто. Какой торт высокий. Он очень нежный. Друзья, это просто невероятно вкусно. Каждый кусочек тает во рту. Рекомендую его приготовить и попробовать. Такой торт подойдет к любому праздничному столу. И я уверена, он всем понравится. А я желаю всем приятного аппетита и приятного просмотра. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях. И, конечно, подписывайтесь, кто еще не подписан, на мой канал, чтобы не пропустить новые интересные рецепты.